Несмотря на то, что Инстаграм существует уже около 15 лет, все равно появляется с каждым годом все больше желающих завести свой блог, завести свой магазин в Инстаграме для того, чтобы продавать. Я свой аккаунт в Инстаграме завела в 2017 году. И я его завела сразу как экспертный, я тогда работала копирайтером, и поэтому ушла с бирж копирайтинга, начала вести свой блог в Инстаграме, чтобы находить новых клиентов, которым нужны тексты. После этого я, конечно же, развивалась, училась. Сейчас я маркетолог, таргетолог, занимаюсь продвижением блогов, настройкой рекламы. И за все это время, сколько я в Инстаграме, есть то, о чем я очень сильно жалею, но, к сожалению, то время нельзя вернуть назад, но я сделала выводы на будущее. И у меня есть опыт продвижения блогов с нуля, магазинов и блогеров, поэтому то, о чем я буду говорить с вами, это мой практический опыт. Я хочу, чтобы вы не допускали той ошибки, которую допустила когда-то я, чтобы вы быстро росли и добивались нужного успеха для вас в Инстаграме, для того, чтобы у вас были продажи, подписчики, вы развивали свой бренд и понимали вообще, что Инстаграм может вам дать и что вам для этого нужно сделать, если вы начинаете с нуля. В целом, мои рекомендации, они будут полезны не только тем, кто начинает с нуля свой блог в Инстаграм, но и всем, кто начинает какое-то свое дело, потому что я заметила, что новички часто допускают одну и ту же ошибку, которая мешает им расти, и после этого у них наступает этап разочарования, в итоге они ничего не добиваются. Я заметила, что когда кто-то начинает с нуля, неважно, чем он занимается, это какая-то онлайн-профессия или человек закончил курсы маникюра или курсы фотографов, любое дело, человек сразу хочет почему-то зарабатывать очень много денег, он сразу мечтает, как он поедет на Бали, как он купит квартиру, машину, как на него просто будут эти деньги сыпаться со всех сторон, хотя он должен здраво оценивать, что он новичок, и для того, чтобы добиться какого-то успеха, для того, чтобы увидеть какие-то результаты, то для этого как минимум должно пройти какое-то время. Сразу хочу отметить, что продвижение онлайн — это огромный труд, тем более сейчас, потому что 8 лет назад продвигаться онлайн было легче, было достаточно опубликовать какой-то пост, правильно оформить шапку профиля, и меня в то время находили клиенты даже без рекламы. Сейчас очень высокая конкуренция, поднялся очень сильно уровень, когда нужны не только фотографии профессиональные, нужны красивые видео, четким звуком, поэтому требования выросли, люди, соответственно, пользуются активно социальной сетью, переходят многие бизнесы в Инстаграм, поэтому такой бум-рост, можно сказать, что он был в прошлом, но если вы немножко так опоздали, только сейчас начинаете что-то делать в Инстаграм, это не означает, что вы не можете вырасти. Главный момент, который вам нужно помнить, что вам нужна аудитория. Если у вас нету аудитории в Инстаграме, то, соответственно, вам некому продавать, и у вас не будет огромных продаж, даже если вы будете делать там Reels каждый день, Stories каждый день. Но если вас смотрят 10 человек, из которых 4 это ваши родственники, то вопрос, кому вы будете предлагать и продавать свои услуги, свои курсы, свой товар. Поэтому смотрите здраво, для того, чтобы были какие-то продажи в Инстаграм, не бывает никакого чуда. Как бы вы себя не замотивировали, завтра я проснусь с настроем, что я заработаю миллион, такого чуда не бывает в Инстаграме. Для того, чтобы заработать, продать, нужно реально потрудиться, потому что появилось очень много нечестных бизнесов, из-за которых доверие у людей к людям, конечно же, упало, и поэтому для того, чтобы показать, что да, вот мне можно доверять, моему магазину можно доверять, то это должно пройти время, ну и, соответственно, аудитория может наблюдать за вами полгода, год, кто-то может пару лет наблюдать, прежде чем совершит у вас какую-то покупку, особенно если это дорогой какой-то товар. Ну и тоже хочу, чтобы вы не попадались в такую ловушку, какой бы вы курс не прошли, какое обучение бы не прошли, не попадайтесь в ловушку, что у вас сразу должны быть высокие цены, как у топового мастера, как у топового эксперта. Я не знаю, как мотивируют на таких курсах, что люди с такой завышенной самооценкой выходят после обучения. С одной стороны, может быть, для вас это хорошо, но с другой стороны, не хочется, чтобы ваше падение в реальную жизнь оказалось таким печальным, что вы потом сильно разочаровались и думали, что добиться чего-то в Инстаграме или продавать в Инстаграме это невозможно. Нет, на самом деле огромная проблема — это когда новичок сразу считает, что он какой-то там супер топовый мастер и начинает сразу гнуть такую цену. И понятное дело, что
у него никто не хочет покупать, потому что, во-первых, у него нет аудитории, во-вторых, у аудитории нет доверия к этому человеку, а в-третьих, почему люди должны идти к вам, когда они уже ходят, например, к кому-то другому. Я хожу в тренажерный зал и разговаривала с девушкой, она мне говорит: приходите ко мне на массаж. Я спрашиваю: а где вы принимаете? То есть хочу понять, что это за массажист. На что она говорит: я здесь, в этом же тренажерном зале, в кабинете делаю массаж, людям нравится. Я ей отвечаю, что я подумаю. Почему я отвечаю, что я подумаю? Потому что я ее не знаю. Я не знаю людей, например, которым она делала этот массаж. Я не знаю, что значит им нравится и понравится ли мне. Потому что я за такую же цену хожу на массаж к человеку с медицинским образованием, который прошел определенное обучение авторской методики. Мне один массаж уже помогает снять какой-то спазм в мышцах. Что должен сделать другой массажист, чтобы я отказалась от своего и пошла к нему? То есть я не доверяю. Мне для того, чтобы доверять новому человеку, новому мастеру, должно пройти какое-то время. Я должна за ним понаблюдать, я должна поискать, почитать отзывы, может быть, спросить у кого-то другого, доволен ли он, был ли он на какой-то процедуре. То есть вы должны понимать, что такой этап доверия аудитории к вам — это время, и его невозможно прям взять, быстро ускорить. Ну и не стоит сразу загинать высокую цену, если вы только начинаете. Я не говорю о том, чтобы вы должны работать бесплатно, я говорю о том, чтобы вы продумали стратегию. Если у вас нету отзывов, например, у вас еще нету продаж, подумали, как вы можете что-то сделать для того, чтобы у вас были фото работ до-после, чтобы у вас были отзывы. Например, если это косметология или какая-то бьюти-сфера, вы можете брать модели, оплата за материалы, для того, чтобы вы какие-то отзывы получали, у вас были какие-то работы, которые вы будете публиковать в своем блоге. Если, например, вы фотограф, вы можете сделать розыгрыш фотосессии для того, чтобы у вас тоже была демонстрация того, что вы умеете, что у вас было что обработать, чтобы у вас были красивые фотографии в блоге. То есть для того, чтобы что-то начать в Инстаграме, думайте не о том, как сразу заработать, как что-то взять с этой аудитории, вот мне должны все платить, все должны захотеть именно мои услуги, а думайте о том, что вы вообще можете дать этой аудитории. То есть вы приходите в Инстаграм и вообще начинаете любое дело с нуля, с позиции: а что я могу дать людям? Почему люди должны хотеть со мной работать? И когда вы будете давать другим людям, то тогда наступит момент, когда вы станете желанным специалистом, желанным экспертом, или ваш магазин будет именно тот магазин, в который будут хотеть возвращаться люди. Но это происходит тогда, когда человек любит свое дело, когда он любит свой бизнес и когда он готов что-то делать для других, делать больше, чем от него ожидают. Например, я, когда начинала свой блог в Инстаграме, с самого начала я начинала как копирайтер, но со временем я поняла, что людям нужны не только тексты, и для того, чтобы расти, то в текстах можно упереться в определенную финансовую сумму, и больше невозможно заработать, потому что просто физически ты не можешь больше написать, чем ты пишешь текстов за один день. И тогда я поняла, что людям нужны не только тексты, людям нужны картинки. Так как я их еще не делала, мне нужен навык, мне нужен какой-то кейс, я предлагала просто: давайте я вам сделаю еще и картинки. После того, как у меня получалось это с одним клиентом, я могла уже следующему предложить за оплату. А этот удерживался у меня как клиент, потому что он получал от меня такой бесплатный бонус. И я всегда так действую. Например, мне говорят: нам нужна рассылка. Я никогда в жизни не видела этот сервис по рассылкам, как их делать, никогда не умела. Я говорю: хорошо, давайте я попробую, я разберусь. Я не беру плату, я не говорю, что давайте мне платите деньги, я вам настрою, если я еще в этом не специалист. Я беру, пробую, у меня получается, я начинаю изучать эту тему, то есть я освоила технически этот сервис, все круто, я это делаю, и, соответственно, для другого клиента я уже ставлю цену. Точно так же, когда меня просили курировать вебинары, то есть делать такие запуски инфопродуктов, я не беру цену со своего постоянного клиента, который хочет раз только это попробовать, потому что для меня это возможность дать больше этому моему клиенту, чтобы я осталась ценным таким сотрудником, а уже другому клиенту я предложу эту же услугу, но уже за оплату. Поэтому, если вы начинаете любое дело с нуля, любой бизнес, вы начинаете с Инстаграма,
с нуля, то, пожалуйста, думайте, что вы можете дать людям, что вы можете им еще предложить, какую услугу им оказать в бонус к основной услуге, для того, чтобы они вас ценили, для того, чтобы они уже думали о том, как вас удержать, как вам платить больше, потому что вы действительно ценный сотрудник, вы делаете больше, и вы делаете это от всей души. Это очень ценится, и на самом деле очень мало сейчас специалистов, экспертов, магазинов, очень мало тех, кто не считает там, вот я сделал то-то, то-то, а кто готов вот просто от души делать больше, потому что он ценит этот бизнес, он не считает, что это чисто такая формальная работа, кто хочет вот так вот вникнуть, поэтому если вы начинаете только в любой сфере, там, делаете ногти, сделайте дополнительно какой-то массаж рук, пусть эти ощущения приятные запомнит человек, или подарите какую-то маску, или сделайте просто кофе в своем салоне. И это то, что поможет вам удерживать клиентов, потому что задача же не только привлечь клиента, а еще вопрос стоит о том, как его удержать, как его сделать постоянным клиентом, и тогда люди будут к вам возвращаться, и тогда вы будете расти. И цена ваша как эксперта, как специалиста, она тоже будет со временем расти. Поэтому очень многое зависит от вас и от позиции, которую вы хотите занять. То есть у вас позиция какая? Я хочу только брать, мне пообещали, что в Инстаграме зарабатывают миллионы, я хочу это все, я хочу прямо сейчас и сразу. Или все-таки вы думаете, а что я такое полезное могу дать людям? Когда блог полезный в Инстаграме, и неважно, это блог магазина или блог эксперта, когда он полезный, то тогда люди туда сами тянутся. Люди будут подписываться на ваш блог, потому что вы делитесь с ними бесплатно именно той нужной информацией, которая им нужна. Никогда вы у кого-то что-то скопировали. Я вообще против такого плагиата, когда там посмотрел сторис у блогера, выложи через 2 недели, и пусть она будет как будто бы это твоя сторис. Но вообще никогда в жизни не делайте такого. Неужели вы не можете что-то придумать? Тем более сейчас есть и искусственный интеллект в помощь. Зачем копировать кого-то? Попробуйте найти что-то свое, будьте индивидуальными, вы тогда будете выделяться на фоне других конкурентов, и тогда ваша ценность будет расти. А любую такую нечестность люди, они считывают, они чувствуют то, что вы их обманываете, или у них мысль, я уже где-то это видел, зачем вам такое, особенно если вдруг выйдет так, что человек и смотрит того блогера и увидит, что вы просто копируете или как-то адаптируете его идеи под свою нишу. Поэтому, знаете, можно сказать так просто, если вы хотите начать с нуля в Инстаграме, то делайте сторис, делайте рилс, делайте посты, но на самом деле начинать с нуля и добиться того, что к вам будут обращаться, у вас будут заказы, у вас будут продажи, это вот именно такой длительный процесс. Это ваши отношения, ваша позиция. Когда вы занимаете позицию не брать все, что можно выжать, и используя такой жесткий маркетинг, когда у вас такая добрая позиция к людям, когда вы готовы им помогать, и из такой позиции к вам будут тянуться люди. И, соответственно, ваша цена будет сама расти, ваша ценность. Когда у вас будет много клиентов, то вам будет легче даже поднимать цену для следующего клиента, чем когда у вас клиентов 0, а вы решили, что у вас будет цена космос. И также помните о доверии к людям. Например, если вы работаете по дропшиппингу и хотите открыть в Инстаграме магазин, то почему вам должны доверять? Потому что вы какие-то с каталога фотографий на белом фоне публикуете в Инстаграме. То есть какая причина, что люди будут вам доверять, если у вас нет отзывов? Чем вы отличаетесь? И когда вы ставите цену такую же, в надежде, что вот я хочу больше заработать, такую же, как в магазинах, где фотографируют и снимают все на моделях, где очень все красиво, где у них уже много подписчиков, есть аудитория, которая возвращается, то есть у них есть обоснованная цена. Когда вы начинаете с нуля, понятное дело, это может быть невыгодно, но это бизнес, в Инстаграме это тоже бизнес, и не всегда бизнес это сразу про заработок. Бизнес изначально он про вложение, то есть когда вы вкладываете. И как раз вот то, о чем я жалею, когда я начинала в Инстаграме в 2017 году, я уже тогда настраивала рекламу и клиентам, ко мне обращались, то есть чтобы я делала не только посты, картинки, но и попробовала запустить рекламу. Я запустила первую рекламу в декабре 2017 года, получила очень хорошие результаты для клиента, и, соответственно, я потом дальше начала углубляться в эту сферу, вот что в итоге у меня есть даже курс свой «Рост и продажи через таргет». До этого у меня был курс «Таргетинг с нуля до профи», где я обучала профессии. Сейчас я курс больше адаптировала для тех, кто хочет именно вести свой бизнес в Инстаграм, для предпринимателей, для экспертов, ну и также как повышение квалификации для SMM-специалистов.
специалистов и таргетологов. И вот тогда я больше делала упор. Я покупала рекламу и у блогеров, я и настраивала немножко таргетированную рекламу, но тогда мне всегда, знаете, было жалко. Вот думаю, ну вот в другой раз лучше я поеду в Грецию, там, лучше я куплю себе MacBook, лучше я там еще что-то. И у меня были эти деньги, но я всегда их жалела вкладывать в рекламу. И это моя была самая большая ошибка, это то, что затормозило мой рост. Понятно, потом у меня был промежуток, когда я вообще не вела свой блог, у меня достаточно клиентов было всегда, и поэтому я работала чисто с другими людьми, а свой блог это был такое хобби, когда хочу, тогда что-то выкладываю, а не хочу, не выкладываю. Поэтому огромная ошибка, если не вкладывать в рекламу, то о вас не будут знать люди, вы будете неизвестным, особенно когда вы начинаете с нуля, то не делайте упор только на контент. Многие рассказывают про то, что вот контент, но вы его будете создавать в пустоту. Очень много сейчас контента, разного контента. Поэтому не только в контенте весь секрет. Весь секрет в рекламе. Она бывает двух видов в Инстаграме. Это официальная таргетированная реклама и неофициальная, такая условная, это реклама у блогеров, когда вы платите другому человеку для того, чтобы он рассказал о вас, о ваших услугах, и вы за это, соответственно, платите определенную сумму денег. И чаще всего это не маленькая сумма. Результат никто вам не гарантирует. Ну, вот такой есть минус у рекламы у блогеров, но с другой стороны от них приходит теплая аудитория. Таргетированная реклама официальная от Инстаграма, она позволяет прогнозировать результаты, можно регулировать бюджет, распределять равномерно. То есть, если вы блогеру, например, заплатили 500 евро за одну рекламу, то 500 евро вы можете распределить на целый месяц и каждый день крутить разные рекламные предложения на свой блог, если вы запускаете таргетированную рекламу. Единственное, тоже такая большая ошибка новичков, тех, кто хотят все и сразу, и по-быстрому рекламу запустить, чтобы уже что-то было, это когда вы просто клацаете методом тыка, и в итоге бывает так, что клацают до состояния, что что-то заблокировали, бывает клацают, что деньги сливают, и нет никакого результата от работы рекламы, поэтому как вы обучались какому-то своему делу, то есть вы это научились и хотите это продавать, то вот в настройках рекламы нужно либо нанимать кого-то, если вы не хотите в этом разбираться и платить специалисту, либо нужно пройти обучение и понять, как оно все устроено. Сразу правильно привязать все, правильно создать рекламный аккаунт и подвязать, чтобы оно все работало, вы сделали это один раз и навсегда, а не так, что вы делаете это методом тыка, и в итоге бывает настолько многие натыкают, что потом очень проблематично вообще вернуть возможность настраивать рекламу. Поэтому не хочу, чтобы у вас такое произошло, поэтому оно немного запутано сделал Facebook, даже та же кнопка продвигать, вроде кажется все легко, но опять же для того, чтобы работала реклама, нужно знать нюансы, как работать с аудиторией, как правильно привязать, чтобы не невидимый аккаунт создался рекламный от Инстаграма, а чтобы вы это видели, могли вовремя отключить и хорошо проанализировать рекламу. То есть есть такие достаточно серьезные нюансы. Недавно разговаривала с одной женщиной, она говорит, что она потратила 3 года методом тыка, чтобы понять, как вообще работает реклама, и в итоге там вот у нее только сейчас, через 3 года, она начала давать какие-то результаты вот в виде продаж. И у меня всегда вопрос, зачем вы тратите столько времени просто методом тыка, когда можно пройти обучение, понять, как оно работает, понять, как анализировать, что запускать в рекламу и запускать уже сразу, то есть тратить ваши же деньги, тратить в нужное русло для того, чтобы вы видели, какие результаты приносит реклама, сколько это стоит именно в вашем блоге. Поэтому, если вы начинаете с нуля свой бизнес, то не жалейте на рекламу, не жалейте на обучение. Каждый предприниматель, он должен уметь настраивать рекламу для того, чтобы потом верно делегировать. Если вы не умеете, вы не разбираетесь, как оно все устроено, то вы, соответственно, платите больше. У вас всегда есть такой выбор, либо платить, либо научиться разобраться, а потом вы уже решите, можете ли вы настраивать самостоятельно, или все-таки вы хотите делегировать, но вы не допустите ошибки. При делегировании найдете специалиста, который действительно способный, который поможет вам в привлечении клиентов. Если вы хотите пройти обучение, то вы можете оставить заявку в анкете предзаписи на мой курс «Рост и продажи через Таргет». Всем, кто добавился в предзапись, я делаю специальное предложение по стоимости обучения. Этот курс я разработала очень
тщательно, продумано, чтобы у вас были результаты, чтобы вы разработали рекламную стратегию для своего блога, научились работать с бюджетом рекламным, продумали разные воронки, при необходимости там подключили чат-бот или продумали, куда вы будете вести с рекламой. То есть очень много таких тонких нюансов я раскрыла в этом курсе для того, чтобы вы не просто нажимали на кнопки. Нажимать на кнопки — это не сложно, техническая часть по настройке рекламы не сложно, а чтобы вы понимали, что вообще происходит в рекламном кабинете, как сделать так, чтобы реклама работала и приносила результаты, чтобы вы могли расти. Также ко мне вы можете записаться на консультацию по продвижению бизнеса в Instagram. Если вам нужны какие-то практические рекомендации, либо вы столкнулись с какой-то трудностью или блокировкой, то оставляйте заявку на консультацию, я с вами свяжусь, и мы обсудим возможные варианты, потому что я могу у вас взять и в формате наставничества или часовой консультации, либо все-таки порекомендую пройти обучение. Поэтому, если вы начинаете с нуля, то я думаю, что мой опыт вам поможет, мои рекомендации вам помогут, у вас все получится. Главное, начинать с нуля, именно с нужной позиции, и не забывайте вкладывать в рекламу, потому что реклама, она поможет вам расти намного быстрее, чем растут ваши конкуренты, которые тоже в этот момент начинают с нуля. Действительно, много бизнесов ежегодно начинают, вернее, они не столько начинают с нуля, сколько они переходят в онлайн, переходят в Инстаграм. Ну и, конечно, есть же те, кто учится и тоже начинает с нуля, поэтому я думаю, что у вас все получится.